Радостная новость. У моих друзей, коллег, студентов выставка персональная в Коломне 24 числа в 17 часов открытие. Если близко, либо в Коломне, заходите на огонек. Выставка продлится весь апрель. Садриддин Мухуддинов. Да, кто не бывал, тот никогда не поймет того удовольствия, которое получаешь на природе во время пленэра. Да и картины, которые начинались на природе, а потом завершались в студии, имеют особую энергетику, ценность прежде всего для самого автора. Думаю, и заинтересованный зритель различает разницу, что написано с фото, а что с натуры. Не так ли? Я хочу спросить у тех, кто смотрит канал, не художников, у зрителей. Вы отличаете, когда смотрите работы на выставке, вот где написана работа, несет ли она особый заряд? Мне вот это очень интересно. То есть это и к художникам относится. Видно ли вам сразу, когда вы смотрите на работу, она выдумана в мастерской, либо она написана на пленэре? Напишите, пожалуйста, в комментарии, ставьте лайки, не устану повторять, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, и задавайте вопросы. Садриддин Мухуддинов. Следующее его послание. Я на 72-м году и живописью увлекаюсь не так давно. Из всего, что мне больше тянет к вашему стилю, как я мечтаю научиться именно вашей мазне, однако никак не решаюсь приступить без вашего заботливого присмотра и подсказок. А на уроки заходите в онлайн-школу, и там есть возможность присылать работы на подсказки, как раз на пендаль получить, так что пользуйтесь этой возможностью. А приехать на ваши пленэры пока нет возможности, вы тоже пока не можете прилетать на эту сторону планеты, где раньше с удовольствием бывали и не раз проводили пленэры. Можете подсказать решение. Подсказываю решение. Начните все-таки с уроков. Я же все-таки вкладываю всю энергию в них, так что это будет полезно. А я так понимаю, речь идет об Америке. Я с удовольствием приеду, как только будет возможность, как только будут визы даваться легко. По крайней мере, я рассчитываю, что, может быть, не в это лето, а в следующее. Надеюсь, что это будет возможно, и с удовольствием продолжу свои классы в США. Меня пригласили провести мастер-класс в Австралии, в Сиднее. Может быть, вам это будет интересно, и тогда прилетайте туда. Это будет следующей зимой. Я скажу тогда. На сайте мы будем договариваться о датах. Там-то как раз в январе лето, поэтому очень интересно побывать летом в январе в Австралии. Файроддис. У вас очень красивые цветовые сочетания. Спасибо. Скажите, пожалуйста, это нарабатывается или с этим нужно родиться? Абсолютно нарабатывается. Родиться как можно? Я рисовал так же, как и все дети. Рядом там Витя, мой друг по школе, рисовал не хуже, чем я, но он не стал художником, а я стал. Естественно, мы рисовали машины, какие-то там комиксы, гитары, конечно, это я. Потом делал гитары. Витя тоже делал. Но я потом почувствовал горение, сильное стремление, чтобы быть художником. Так что и нарабатывается, безусловно. На это, конечно, нужно потратить время, годы. Делюсь своими наработками за все это время на живых классах. Приезжайте. И в онлайн-школе, куда заходите и смотрите, там появилось кое-что новое. И один из уроков посвящен цветам в пейзаже. Посмотрите рекламу, если кто-то еще пропустил его. Друзья, вам доступен 54-й урок «Цветы в пейзаже». Урок теоретический. Я разбираю 88 своих работ. Причем мотив, фотомотива и фотоработы. На мой взгляд, это самое действенное обучение, когда вы видите, что получается из мотива, на который вы смотрите. Как трансформируется в сознании художника видимая реальность и как создается новая реальность. Вы увидите, как сочиняется композиция. Я надеюсь, что этот урок будет очень полезен тем, кто любит писать цветы в пейзаже. Нужно построить структуру мотива,
в котором вы видите цветы, это не так просто, но возможно. 54-й урок. Цветы в пейзаже. Лео Агутин, ваш подход к грунту даже я понял. Сколько раз говорилось. Можно ли теперь узнать, с чем пишете? Тройник, двойник или что-то односоставное? Односоставное. Я не пишу ни двойник, ни тройник не использую. Только растворитель для масляных красок, пенен. Ну, в общем, без запаха, либо слабо пахнущий, для того, чтобы кисточки мыть. Иногда, чтобы жидко покрасить, я окунаю кисточку в него и жидкое масло, ну, там вот подмалевок делаю. Все, больше ничего не использую. Первые слои подмалевочные обычно жиденько прохожу, потому что тянущий грунт, он просто пастозно не прокроешь, его нужно вписывать в него. Ну так, с силой довольно-таки. ПС, хотя для некоторых, знаю, это большой секрет, они говорят или говорят неправду. Я говорю правду, как есть, так и пишу, так и говорю. Вы видите, в конце концов, в работах, фрагменты, которые я показываю, и в конце ролика тоже будет ссылка на, сейчас скажу на какой, на 582 ролик, где я пишу работу фрагментарно, Чеховскую бухту сверху, будет интересно. Если пропустили этот ролик, посмотрите. И там видно, как идет работа, какие замесы происходят. Ну, можно увидеть, какой густоты краска, как она накладывается. Так что вы можете все это использовать. Амаралкин Вячеслав говорят, что лучший способ научиться чему-нибудь начать преподавать. Так вот и я также начал, когда почувствовал, что чего-то не понимаю, начал преподавать. Очень углубленно входишь в тему, классы начал вести. Это было вот как раз лет 11, наверное, назад. 12. Самое интересное, что понимание, вот ты рассказываешь студентам, как нужно, и в этот момент ты понимаешь, что надо делать. То есть, произнося какие-то простые вещи, известные тебе истины, ты начинаешь их понимать лучше. Это правда. И открытие происходит все время. Вот это совершенно удивительно. Вот вроде все знаешь, но не происходит и происходит. Это прям вот такой океан, в котором вот тонуть приятно, тонуть в этом океане знаний. Они поворачиваются к тебе новыми гранями, и ты начинаешь, ты обретаешь уверенность и понимание, какой-то вот появляется нераздельность, внутреннее ощущение, что нужно делать в каждый момент. Нет ощущения, что ты не справишься, ты просто ищешь в поиске наибольшей выразительности, потому что решение одного и того же мотива миллион может быть. И ты находишь вот это сегодняшнее свое ощущение, вкладываешь в это решение. Завтра оно может быть другое. Да что завтра? Через полчаса ты будешь другое писать этюд с этого же мотива, и это будет другое ощущение. Ты же всегда меняешься. Как погода динамическая меняется, так и ты. Ощущения твои меняются. А вы учитесь у своих учеников, продолжает Амаралкин. Если я вижу, что студент нашел решение какое-то интересное, вот это меня очень сильно радует. Я просто восторгаюсь и говорю ему об этом. Но поскольку, как только что сказал, что решений много, и я вижу это решение, которое он нашел, это одно из возможных прочтений, возможных написаний. Кроме радости я ничего не испытываю. Но можно сказать это, что учусь? Просто восторг, это очень приятно. Я вижу, что он делает и как он видит, как он мыслит. Вот это очень радует. Самые темные места. Видно, да? Вот какое-то пятно. И дерево, кстати, там. Просто узор пятна, который вот здесь есть. Вот серый день. Работаем прям большими массами. Мы видим, что вот эта область темнее, чем небо, да? Так же? Никакого вранья.
Вы просто сравниваете одно с другим, методично цепляясь то за одно, то за другое. И играем вот в эту игру, в неодинаковую игру, помните, мы говорили? В игру тотальной неодинаковости. То есть вот это дерево смотрим, вот это ближнее, да, дальний план. То есть они все вот эти зеленки совершенно должны быть разные. Ну, светлее, чем вот эта вся зелень. Так, берем его. Просто пятном. Просто намеком. Никакого пересчета окон. Просто беглые взгляды. Да, мы помним, что это в перспективе все находится. Смотрите, вот он светлее, чем это, правильно? Но остается свинцовость. Никакой картина не должна кричать там красками такими бешеными. Все довольно серенько. Композиционно рисуем вот графику вот этого дерева, которое на переднем плане. Вот оно. То есть вот этими мазками мы рисуем сразу и Нотр-Дам там, да, сзади. И пробиваем вот этим небом, решая композиционно сразу пятно, фантазируем на тему, как создать это пятно убедительно. Но еще важно, что по-новому за счет чего все это начинает работать? За счет того, что есть тон неба, да, тон этот, там к нему этот, здесь картина. В конце ролика будет прямая ссылка на 582 видео «Прыжок в неизвестное». Я там пишу, так фрагменты вы увидите работы, которые я писал в Гурзуфе, Чеховская бухта.